Значит, не желаешь со мной говорить по душам, подвел итог оперуполномоченный Лагутин и желваками на румяных литых скулах задумчиво поиграл. Ну смотри, Штерн, запомни, судьи твои далеко, а я вот он. Ты со мной в молчанку играешь, так ведь я же и обидеться могу. Скажем, еще на червончик. Штерн вздохнул. Эх, гражданин капитан, сказал он горько. Что мне червончик, если самые лучшие годы я за колючей проволокой повстречал? Ничего, оперуполномоченный наклонился над бумагами. Ты сейчас не стар. 33 возраст, как говорится, Христа. Самый расцвет человеческий. А ты помоложе Христа будешь. Отстал я от поезда, сказал Штерн. И от науки отстал. Теперь мне на воле только уголь кайлом рубить или бетон мешать. У нас все профессии почетны. Это точно, согласно качнул головой Аркадий Штерн. Так я пойду, гражданин капитан. Погоди, Лагутин, скрипя хромовыми сапожками, подошел к нему, и Штерн увидел блестящие от любопытства и близости неразгаданные тайны глаза. Ты хоть намекни, в чем дело? Я понимаю, военная тайна, но ты намекни, я сам дойду до истины. Ладно, сказал Штерн, я намекну. Только вы меня больше не вызывайте. Честное слово, вам самому спокойнее будет. Оперуполномоченный кивнул. В старом учебнике географии картинка была, задумчиво сказал Штерн. Монах добрался до края земли, разбил небесную твердь и смотрит, что там внизу. Вот и вся военная тайна. Глаза Лагутина сверкнули. Я так понял, что вы с высоты что-то запретное увидели, сказал он. Дирижабли там военные или технику какую секретную, да болтать лишнее стали. Это я понимаю. Религиозная пропаганда-то здесь при чем? Вы приказали, я вам намекнул, устало пожал плечами Штерн. Можно я в барак пойду, гражданин капитан? У вас в оперчасти долго сидеть нельзя, засученного принять могут. Иди, разрешил оперуполномоченный и задумчиво проводил Штерна взглядом. Капитан Лагутин так и остался в неведении об обстоятельствах, отправивших аэронавта Штерна в лагерь на долгие 15 лет. Туман был в намеках Штерна, густой непроглядный туман. Может быть, это было и к лучшему, начнешь вглядываться. Такое увидишь, что самому жить не захочется, а если и захочется, так не дадут. Идти от теплого домика оперчасти до теплого вонючего барака через пронизываемый морозными ветрами пустырь – дело безрадостное и тяжелое. Зона была пустынна, только часовые на вышках, завязав шнурки шапок-ушанок под подбородками, бодро притопывали и время от времени освобождали. Из тепла уха, не идет ли смена, не ползут ли по скрипучему снегу колючей проволоки беглецы. В бараке было шумно. Прибыли новенькие, и их разместили в бараке, где жил Штерн. К их койкам началось сущее паломничество, не земляки ли, нет ли среди вновь прибывших знакомых, а то и упаси Боже, близких родственников. У буржуйки сидел высокий плечистый грузин и рассказывал любопытствующим, среди которых крутились и те, кого подозревали в стукачестве, свою нехитрую историю. Грузин был мастером на буровой, и бурили они в Чечне сверхглубокую скважину. Только вот беда, достигли запланированной отметки, а из скважины вместо нефти ударил фонтан обычной соленой воды. Тут нас обвинили во вредительстве, горячо закончил грузин. Всю смену в одну ночь взяли, геологов арестовали, полгода допрашивали. Все главарей заговора искали. Какой заговор? Нет, ты скажи, какой тут заговор может быть? Ну я понимаю, геологов арестовали. Это может и правильно, не знаешь науки, нечего нефть искать. А нас-то за что? Нас зачем? Все спрашивали, кого я из летчиков знаю, с кем разговоры вел, про каких-то аэронавтов расспрашивали. Грузин безнадежно махнул рукой. Я сказал, никого не знаю. Чкалова знаю, Ливаневского знаю. Байдукова с Громовым знаю. Больше никого не знаю. Мне в небеса смотреть некогда, я в землю смотрю. На небе нефти нет. Так они мне написали в постановлении за распространение религиозных слухов, порочащих социалистический строй, наносящих вред социалистической экономике и в целом всей советской стране. Какие религиозные слухи? У нас в семье после деда никто в Бога не верил. Вот за это и посадили. Строго сказал один из слушателей. Верил бы в Бога, глядишь, он бы тебе и пособил. Услышав последние слова грузина, Аркадий Штерн подобрался ближе. А на какую глубину бурили? Спросил он.
Грузин встретился глазами со Штерном, долго откашливался, потом спросил, что, дорогой, тоже геолого-разведчик? Да нет, отвел глаза Штерн. У меня профессия иная была, я вглубь не рвался, я наоборот ввыси. Летчик, значит. Нахмурился грузин. Почти, кивнул Штерн. Экибастузский лагерь. Октябрь 1949 год. Блатные пришли в барак неожиданно. По-хозяйски усевшись на корточки у стены, они некоторое время разводили рамсы со старостой, потом шестерка, худой мужичок золотушного вида, подошел к нарам, на которых лежал вернувшийся со смены Штерн, небрежно ткнул Аркадия в бок. «Слышь, фраер, тебя пахан кличет». Штерн сел, чувствуя, как ломит все тело, лицо покрывало испарина. «Заболел я, что ли?» – тупо подумал он. В углу сидел старик в темно-синем гражданском костюме. Рядом с ним корячились на корточках два мордоворота, шеям которых было тесно в рубахах. Пальцы всех троих синели наколками. Лицо у старика было удивительно интеллигентным. Аркадий Наумович не удивился бы, встретив он этого человека в своем институте. Впрочем, в зоне он тоже ничему старался не удивляться. Здесь можно было увидеть бывшего профессора, тискающего ночами романы и охотно чешущего пятки уголовному авторитету, у которого имелась лишь одна извилина, да и та блатарю была нужна лишь для того, чтобы пистолет при грабеже не выронить. И наоборот, порой зона являла странные типы гордых людей, которых не могли сломить ни издевки тюремщиков, ни многодневное содержание в бурах. «Присаживайся», – мирно предложил старик, – «поговорить надо». Штерн понимал, что старичок держит масть. С такими надо говорить без выпендрежа, обидится старичок, и всхрапнуть не удастся, в любой камере достанут. Поэтому он покорно опустился на корточки, внимательно глядя на старика. Тому поведение политического пришлось по душе, даже усмешка легкая тронула его тонкие синие губы. «Аркадий Наумович Штерн», — сказал старик. «Я правильно излагаю». «Все верно», — отозвался Штерн. «Как у опера в анкете». «А как мне к вам обращаться?» Блатаря он знал. Это был знаменитый седой, питерский законник, согласно воровскому обычаю инспектирующий зону по приговору Ленинградского суда, отвалившего вору 3 года за заказную кражу. Седой был из правильных бродяг, против установленных правил не шел. Если вору положено время от времени садиться на зону, то он делал все, как предписывает воровской закон. «Андреем Георгиевичем меня от рождения кличут», — сказал Седой. «А базар у меня к тебе будет вот какой, Аркадий Наумович. Ты на месте аварии стратостата «Север» был?» «Был», — ответил Штерн, чувствуя, что его опять лихорадит. «Должок с тебя», — сказал вор. «За что?» Штерна качнула. «Я, что ли, в той аварии виноват был?» «Это мне без нужды», — сказал Седой. «Здесь ты со своими начальниками определяйся. А вот платиновую звездочку, что ты с этого самого стратостата заныкал, придется отдать». «Какую звездочку?» — недоуменно спросил Аркадий. «Андрей Георгиевич, побойтесь Бога. Откуда на стратостате платина? Вы хоть представляете, как он устроен?» «Ты мне марку не гони», — процедил уголовник. «Сказал, значит, знаю. Это ты. Гапоном можешь гнать дуру. Я в легавке не работаю, у меня подсчеты другие». «Не было там никакой платины», — с отчаянием выпалил Штерн. «Честное слово». «Я ведь тебя на понт не беру», — продолжал Седой. «Тебе еще долго чалиться, потому я тебя не гоню, пораскинь мозгами, можно ведь до звонка и не досидеть. А чтобы тебе лучше думалось, Митяй». Один из громил торопливо вскочил на ноги, и прежде чем Штерн привстал, тяжелый удар опрокинул его на пол барака. Аркадий привычно скрючился под ударами, защищая уязвимые места, и не отбивался, понимал, что бьют для острастки. «Будя», совсем по-домашнему сказал старик. Сильные руки подняли Штерна на ноги. Ноги разъезжались, Аркадия Наумовича покачивало. Ему было больно, стыдно и обидно. Заключенные издалека наблюдали за происходящим, никто не вмешивался. «Вот так, Аркаша», снова скривил в усмешке губы Седой. «Срок у тебя на раздумья, пока дают 2 дня, а там посмотрим». «Да если бы она и была», не сдавался Штерн. «Что же я ее с собой в зону бы приволок? Кто бы мне это позволил?» Седой, казалось, обрадовался. «У меня с волей связь имеется. Нарисуешь схемку, ребята твою заначку найдут и мне брякнут. Тут у нас с тобой полное согласие и наступит. Но сразу скажу, не надейся мне динаму крутить.
Я с тебя за все спрошу. Правильно, Митяй. Громила поставленным ударом послал Аркадия на пол. Все в масть, Седой. Льстиво сказал он. Тебя наколоть глухой номер. 2 дня. Сказал Седой, и троица в развалочку пошла к выходу. Штерн умылся, нервно громыхая носиком рукомойника. Били его умело. Тело ныло от ударов, но заметных синяков не осталось. Провожаемый взглядами других заключенных, Аркадий вернулся на свое место и лег, глядя в потолок. Только этого ему не хватало. Похоже, что уголовнички слышали звон, да не знали, где он, платиновая звезда. Не поверит ведь сволочи, поставят на нож. Пойти и рассказать все оперу. Нет, это не выход. Тот, кто на Седова настучит, на этом свете не задержится. Неожиданная мысль испугала Штерна. А что если Седой пришел не от себя? Вдруг его прислали оперативники? Господи, из этой ситуации выхода вообще не было. Аркадий сел, обхватив руками голову, и застонал. Больно. Осторожно спросил сосед по нарам Дустан Кирбабаев, туркмен из богом забытого горного селения, осужденный за подготовку государственного контрреволюционного переворота. Очень больно, Аркадий. Штерн отрицательно помотал головой. Это ерунда, Дустан. Это просто семечки. Вот в 37-м меня мутузили, до сих пор вспоминать страшно. У Николая Ивановича были мастера, эти по сравнению с ними просто щенки, что им от тебя надо. Спросил Кирбабаев, ты их чем-нибудь обидел? Нет, тоскливо отозвался Штерн. Ты не поймешь, Дустан. Кирбабаев не настаивал. На зоне в душу не лезут, у каждого хватает своих забот. Штерн не спал всю ночь, но так ничего и не придумал. К утру он уверился в том, что если хочет остаться в живых, у него есть только один выход – побег. Первый день из отпущенных ему Седым выдался мрачным и серым. Облака были низкими и грозили вдавить обитателей зоны в землю. Норму Аркадий в этот день не выполнил. Когда клеть подняла смену на поверхность, Штерн сразу же обратил внимание на необычное поведение охраны. Ежедневный обыск, который всегда проводился охранниками формально, сегодня был на редкость тщательным. Режимники, шмонавшие заключенных, ругались нещадно. Еще больше суетились шныри из Комитета общественной самообороны заключенных. Одного из них Штерн немного знал, поэтому, оказавшись рядом, негромко спросил, что случилось, Вася? Побег. Тот, опасливо глянув по сторонам, буркнул. Куда здесь бежать? Седова с его жиганами пришили. Седова и его громил убили ночью прямо в бараке. Били заточкой и били беспощадно. Тем удивительнее, что никто из обитателей барака ничего не слышал. Даже дневальные, поддерживавшие огонь в печках. Оперативники несколько дней таскали на допросы зэков. 10-1.5 особо непокорных отправили в барак усиленного режима, но поиски ничего не дали. Врагов у Седова хватало, у многих имелись веские причины для того, чтобы пустить в ход заточки. Розыск, проведенный блатными, был более тщательным и жестким, но и он ничего не дал, что им от тебя надо. Спросил Кирбабаев, ты их чем-нибудь обидел? Нет, тоскливо отозвался Штерн. Ты не поймешь, Дустан. Кирбабаев не настаивал. На зоне в душу не лезут, у каждого хватает своих забот. Штерн не спал всю ночь, но так ничего и не придумал. К утру он уверился в том, что если хочет остаться в живых, у него есть только один выход – побег. Первый день из отпущенных ему Седым выдался мрачным и серым. Облака были низкими и грозили вдавить обитателей зоны в землю. Норму Аркадий в этот день не выполнил. Когда клеть подняла смену на поверхность, Штерн сразу же обратил внимание на необычное поведение охраны. Ежедневный обыск, который всегда проводился охранниками формально, сегодня был на редкость тщательным. Режимники, шмонавшие заключенных, ругались нещадно. Еще больше суетились шныри из Комитета общественной самообороны заключенных. Одного из них Штерн немного знал, поэтому, оказавшись рядом, негромко спросил, что случилось, Вася? Побег. Тот, опасливо глянув по сторонам, буркнул, куда здесь бежать? Седова с его жиганами пришили. Седова и его громил убили ночью прямо в бараке. Били заточкой и били беспощадно. Тем удивительнее, что никто из обитателей барака ничего не слышал. Даже дневальные, поддерживавшие огонь в печках. Оперативники несколько дней таскали на допросы зэков. 10-1.5 особо непокорных
отправили в барак усиленного режима, но поиски ничего не дали. Врагов у Седова хватало, у многих имелись веские причины для того, чтобы пустить в ход заточки. Розыск, проведенный блатными, был более тщательным и жестким, но и он ничего не дал.